Невероятно, восхитительно, что творит этот человек. Это все про Георгия Мамардашвили. В комментариях Ла Лиги, Мадридского Реала, Валенсии. Все в восторге от игры Георгия. Он лучший игрок матча. Валенсия обыгрывает Реал впервые за 17 лет. Как это случилось, давайте разбираться. Друзья, мы продолжаем, уже здороваться в очередной раз с вами не буду. Вчера у меня был на канале большой стрим, посвященный Хвичи Кварацхелии. Я записал отдельное видео по итогам выступления Хвичи в чемпионате Франции и его очередном титуле. Но Георгий Мамардашвили, что он сделал? Он вообще затмил, перетянул внимание на себя во время вчерашних матчей, потому что то, что он сотворил в матче против Реала, 8 сейвов, отбитый пенальти, лучший игрок матча и... я не знаю, реакции просто сумасшедшие. Я не знаю, лучше рекламы для себя Георгий не мог сделать, потому что, знаете, после 1-7 от Барселоны вроде бы, да, обидно, но там вся команда играла плохо, а здесь Валенсия забила свои 2 мяча, конечно, если бы она не забила, она бы в итоге проиграла 0-1, но главный творец этой победы Георгий, я думаю, никто это отрицать не будет. Давайте посмотрим вообще самые ключевые, самые главные сейвы грузинского голкипера в этом матче. Ну и, конечно, статистика, куда же без нее. Посмотрите, по ударам 21-10, XG 3.47 против 0.78. Ну, то есть тотальное доминирование Реала. Логичная победа была бы с каким-то счетом, знаете, 4-2, например, 3-2. Но нет, Георгий есть в Валенсии, и он не дал забить. Сначала он не дает забить с точки Винисиус. Потом он мешает Вальверде. Потом он отражает удар Мбаппе. И вот этот выход еще, ну просто потрясающая игра, действительно. Ну и даже в пропущенном голе я не стал бы винить, там все-таки дальнюю штангу как-то вот не прикрыли, поэтому и пропустили. Но самое главное, что команда выстояла до самого конца, команда выиграла. Давайте посмотрим в таблицу, и там уже Валенсия на 15 месте. Неважно, уйдет Мамардашвили, в итоге в Ливерпуле будет там играть, или его отправят куда-то в аренду. Я считаю, что очень важно, что сейчас он вот с такой, ну давайте скажем прямо, не самой сильной командой может совершать такие подвиги, а матчи на Сантьяго Бернабеу смотрит не только 80 тысяч на стадионе, но и вообще вся Европа, потому что Реалу совсем скоро играть с Арсеналом. Но давайте посмотрим на статистику. Я люблю, вы знаете, анализировать игру ногами у Георгия Мамардашвили. Но, кстати, любопытно, что у него оценка 8,5, почти как у Хвичи. Вчера отдельное видео про Хвичу я уже готовил, можете его посмотреть, там все максимально подробно. Давайте посмотрим на другие показатели. Сейвы 8, отраженные удары в створ 2.27. То есть это можно сказать, что вот этот XG, тот самый, про который мы говорили, предотвращенных голов, то есть в принципе Валенсия минимум 2 должна была пропускать. Сейвы из-за пределов штрафной целых 5. Ну вот чего стоит один удар, это Мбаппе, про который я вам уже говорил. Передачи, ну, не самые точные, давайте признаемся. 12 из 33 было точных, 36%, очень мало. Длинные передачи 7 из 27. Я все еще считаю, что над этим компонентом Георгию стоит работать, несмотря на то, что была голевая передача в матче с Арменией. Видите, матчи высокого уровня, здесь статистика очень плохая, я надеюсь, что он над этим продолжит работать. Ну вот такие основные цифры. Повторюсь еще раз, Георгий лучший игрок матча. Валенсия поднимается в таблице. Впереди еще напряженная концовка сезона. Еврокубков нету. Нету и Кубка Испании. Но что поделаешь, как говорится, работаем с тем, что есть. Подводя итог, Мамардашвили однозначно герой матча, лучший игрок, о нем говорят, его все обсуждают. Ну давайте послушаем про историю, которую он рассказал после игры журналистам. И вообще давайте послушаем, что говорили тренеры и футболисты после этого матча. У всех бывают плохие дни, но надо всегда показывать, кто ты есть. Сегодня я это доказал. Я рад и продолжу в том же духе. Сезон выдался сложным из-за пенальти. Беллингем промазал в Валенсии, Мбаппе с Бильбао и Ливерпулем. Винисиус не забил последний Атлетико, хотел поднять дух команды, но тоже не вышло. Доволен результатом, очень рад работе ребят на поле. С начала до конца они играли с нужным характером, необходимым на таком стадионе, и с силой духа, чтобы преодолеть любые трудности. Они проявили усердие и веру, до конца верили в успех
И когда такие старания и характер вознаграждаются, всегда остаешься довольным. Вот любопытная история про 50 евро, как будто бы Мамардашвили подошел к Винисиусу перед ударом. Кстати, на повторе я смотрел момент с пенальти, с его назначением. Как будто бы Мбаппе не сомневался, что именно Винисиус должен бить, и какой-то дискуссии я не увидел, хотя сбили Мбаппе в том моменте. И вот отдает он мяч Винисиусу, и там есть короткий такой разговор между Мамардашвили и Винисиусом. И вот Георгий после матча рассказал, что они спорили на 50 евро, сможет ли Винисиус забить. Винисиус как будто бы согласился, но после матча денег не отдал. Не знаю, там может быть перевод, может на TBC ему переведет или на банку в Джорджия. Ну, не уверен, что у Винисиуса такие карточки есть. Ну, а наличные 50 евро, например, не каждый в кармане носит. Ну, не знаю, чем эта история закончится, но вот так вот все посмеялись после игры. Но для Винисиуса, конечно, это не самая лучшая история. Мало того, что не забил, так еще и 50 евро зажал. Enhorabuena, papá. Gracias. ¿Todo bien? A ganar hoy, sí. Друзья, ну вот на этом все. Пишите ваши впечатления от игры Мамардашвили. Смотрели ли вы матч целиком? Как вы считаете, это был его лучший матч в карьере или лучшее все впереди? Ну, может быть, на чемпионате Европы были матчи получше. Вот тут уж я не знаю. Но все-таки дело закончилось победой. И я с нетерпением жду матча Испания-Грузия в рамках квалификации на чемпионат мира. Почему бы там Грузии тоже вот так вот взять и 2-1 не выиграть? Мамардашвили нам доказал, что нет никаких авторитетов, которых стоит бояться, и что обыгрывать можно любую команду. Но я с вами прощаюсь, но ненадолго. Повторюсь, матчи Кварацхелии, будет стрим в среду. ПСЖ против Астон Вилла, домашняя игра, заходите, начнем за полчаса до матча, всю игру полностью посмотрим, будут гости обязательно и эксклюзивный контент специально для вас. Ну а в четверг, дай бог, если все будет успешно, удачно, мы еще и за Жоржем Микаутадзе последим. Пишите, до новых встреч.